Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о комарах. Что мы знаем о них? Комары для человека, пожалуй, наряду с мухами, одни из самых неприятных насекомых, с которыми мы сталкиваемся. Особенно в теплые летние месяцы, когда так хочется отдохнуть где-нибудь на природе, на озерце в лесу, в тишине и спокойствии. Да и дома от них нет покоя, особенно ночью. Только прильнул к мягкой любимой подушке после насыщенного событиями дня, только начал уходить в царство Морфея, просыпается мафия и начинает свой полет над беспомощной уставшей жертвой. И полет этих пикирующих истребителей сопровождается непереносимым монотонным писком, не дающим покоя ни на минуту. Да и не только это. Мало того, что мешают спать, так еще и после их укусов все тело чешется. В общем, ничего хорошего. А точно ли кусают? И почему так противно пищат? Да еще много чего мы узнаем здесь и сейчас об этих маленьких кровопийцах. Поехали! Надо сказать, что мухи и комары – родственники. Не из-за гнусного характера, конечно. И не потому, что маленький комарик взял в жены муху-цокотуху. Просто все они относятся к отряду двукрылых. В этом отряде, помимо мух и комаров, оводы, слепни, горбатки и еще 160 тысяч видов насекомых, описанных людьми. И комаров в этом отряде тоже немало. Около 3600 видов, относящихся к 38 родам, и лишь только небольшая часть видов питается кровью. А мы посмотрим на некоторых самых распространенных. Обыкновенный пескун, малярийный анофилес, долгоножка или карамара, хионея или зимний комар, дергун или звонец, жгучий комар и тигровый комар или комар кусака. И обитают они повсеместно, не исключая Антарктиду. Да-да, хотя многие этого и не знают, но бельгика антарктика, латинское название бескрылого комара, единственный вид насекомых, который обитает в Антарктиде. Оказывается, в отряде двукрылых есть и бескрылые, но они вторично бескрылы. Их предки имеют крылья, но утратили за ненадобностью. Комар бельгика не может летать, зато он способен выдержать полную заморозку. Когда наступает весна, комар просто оттаивает и продолжает свой жизненный цикл, который, к слову, длится 2 года. Бельгика очень суровое насекомое. Этот комар может селиться на засоленных почвах, способен до 4 недель жить без кислорода и выдерживать 70% обезвоживание. Предки двукрылых, по словам ученых, появились в середине мезозойской эры и вполне возможно умудрялись досаждать таким гигантам, как динозавры, и за столь продолжительное время сильно изменились. Их тело было плотным и покрытым волосками. Крылья были короткими и не имели текстуры. Однако со временем органы стали развиваться. Появилась возможность всасывать кровь. Некоторые ученые полагают, что эволюция комаров связана с появлением млекопитающих, так как они стали мишенями для комаров. Кроме того, со временем они стали развиваться и адаптироваться к среде обитания. Например, многие виды комаров научились жить, как мы выяснили, в районах со сложными климатическими условиями. А как же они выглядят? Тело тонкое, длиной не более 1,5 сантиметров, окрашено в серый, желтый либо коричневый цвет. Состоит тело из 3 основных частей – это голова, грудь и брюшко. На голове расположены антенны, разбитые на 15 маленьких члеников, и ротовой аппарат, представленный 2 парами челюстей, языком, многочисленными мелкими зубами и парой губ. Губы образуют своеобразный желобок, в котором расположены длинные иглы. Желобок самок имеет щетинки, и у них он несколько длиннее, чем у самцов. Зрение для комаров не так важно, как обоняние, но тоже развито очень хорошо. Глаза занимают практически всю поверхность головы насекомого и состоят из отдельных фасеток или оматидиев. Это узкие конусы, сходящиеся вершинами в глубине глаза и закрытые с противоположной стороны 2 линзами. Каждый конус изолирован от другого молекулами специального пигмента, так что оматидий воспринимает лишь небольшой участок пространства перед собой.
Такое зрение хорошо работает только днем, когда в каждой аматидий попадает достаточно света. Но комары ведут преимущественно сумеречный и ночной образ жизни, поэтому частицы пигментного вещества могут перемещаться, позволяя даже самому слабому свету проникать в глаз через разные фасетки. Накладываясь друг на друга, лучи усиливают чувствительность глаза в несколько раз, позволяя комарам ориентироваться в пространстве и находить своих жертв в темноте. Брюшко делится на сегменты, обычно хорошо различаемые визуально, отличается вытянутой формой. Отдельные части брюшка соединены между собой гибкими эластичными мембранами, благодаря которым у сытых насекомых брюшко может значительно растягиваться в ширину, приобретая овальные очертания. И для насекомых семейства комаров грудь – это центральный орган, к которому помимо головы и брюшка крепятся лапки и крылья. Сама грудь состоит из 3 частей – передняя грудь, средняя грудь и задняя грудь. Передняя грудь имеет наружный скелет, состоящий из 3 пластин. Из такого же количества пластин состоит и средняя грудь, но она при этом более развита и несет на себе переднее грудное дыхальце, а по бокам грудного отдела расположена задняя грудь. Как ясно из названия, многие представители двукрылых обходятся в полете лишь одной парой крыльев. Крылья у них длинные и узкие, как и длинные тонкие лапки. Но в отличие от лап, крыльями они машут «будь здоров». Комары – одни из лучших летунов среди насекомых. При размере от 4 до 10 мм они летают со скоростью 3 км в час. Если бы самый быстрый самолет-разведчик летал так же стремительно, как комар при своих размерах, то он разгонялся бы до 130 тысяч км в час, а реальный мировой рекорд на сегодня – 3500. Ученые много лет не могли понять, как комары добиваются подобного проворства. Лишь в 2017 году исследователи из Оксфордского университета, используя 8 камер с частотой съемки 10 тысяч кадров в секунду, смогли запечатлеть движение крыльев комара. Насекомое делает до 800 взмахов в секунду, а угловая амплитуда взмаха всего 40 градусов. Взмахи получаются короткими, и комары могут делать их больше, чем другие насекомые сопоставимого размера. С широкими крыльями такого не добиться, но у комаров крыло длинное и узкое относительно тела. В конце взмаха комар дополнительно вращает крыло, и по краю образуются небольшие вихри, создающие добавочную тягу, направленную вверх. Эта сложная система помогает шестиногим истребителям максимально эффективно расходовать энергию, а в зависимости от вида могут делать и до 1000 взмахов в секунду. Соответственно, частота колебания крыльев комара до 1000 Гц. Когда комар летит, он так часто машет крылышками, что возникает характерный звук, который мы воспринимаем как писк. Вторая пара крыльев у них атрофировалась и превратилась в рудиментарные жужельца. Кстати, именно они помогают издавать комариный писк. И многих людей скорее выводит из себя не укусы, а именно писк. Пусть лучше бы вкушал кровушку тишком, лишь бы дал поспать. А возникает звук от того, что маленькое крылышко комара пролетает в одном направлении. Оно гонит воздух перед собой, и воздух немножко сжимается, а за крылом возникает пустота, потому что крылышко воздух прогнало. Эта пустота сразу заполняет воздух из тех мест, где комара не было, и на это нужно какое-то время. Пока это время не прошло, число частичек воздуха за крылышком меньше, чем вокруг. Вот и получается, что воздух за ним как будто расширился. Во все стороны от того места, где комар машет своими крылышками, расходится подобное уплотнение и расширение воздуха, которое называется волнами. Они-то создают тот писк, который мы слышим. Например, муха машет крылышками медленнее, поэтому не пищит, а жужжит. У шмеля голос еще басовитее, он гудит. Это потому, что шмель машет крыльями еще медленнее. Также функция жужелиц заключается в регистрации движения тела во
во время полета. Благодаря жужельцам насекомое может зависать в воздухе перед нападением. Но если во время питания, гудения опасная помеха, могут услышать и прихлопнуть, то в пору любовных игрищ самая необходимая вещь. Надо сказать, что песни и танцы, как прелюдия к спариванию, отнюдь не изобретение человека. Вечерами мы можем наблюдать роющиеся гудящие облачка, своеобразные комариные дискотеки. Самцы, как истинные меломаны, определяют половозрелую самочку по более низкой по сравнению с самцами и неполовозрелыми самками высоте писка. Найдя друг друга, парочка выпархивает из хоровода и спаривается уже наедине. Обычно второго любовника самка не ищет. Все, что ей дал комар, вполне может хватить на все последующие кладки. Зато у плодотворенной самки тут же просыпается инстинкт кровожадности. И кровожадность – это прерогатива исключительно самочек. По этому поводу прошлось немало юмористов, подшучивающих над женщинами. А у самцов даже хоботок недоразвит, поэтому наши донжуаны способны вкушать только цветочный нектар. А почему, спросите вы? А все потому, что комарихи заботятся о своем будущем потомстве. Некоторым видам необходимо обязательно получить достаточное количество ценных веществ, чтобы откладывать яйца. И самка в высасывании крови помогает просто увеличить количество яиц. В крови содержится намного больше полезных веществ, жиров, белков, а они являются главным материалом при производстве яиц. И жертвами комарих становятся не только люди, но буквально все животные, обладающие кровью или питательной лимфой. Комарихи кусают всех, в том числе водных и полуводных животных. Крокодилов, змей, черепах, лягушек, рыбок, червей. Всех, кого достанет кровососущий хоботок. И на самом деле это не просто хоботок. Это колющий сосущий ротовой аппарат и представляет собой сложный комплексный инструмент. Отнюдь не похожий на обычный шприц, как могут подумать многие. Хоботок комарихи состоит из нескольких частей. 4 колющих стилетов, складывающихся в футляр нижней губы, и трубкообразной сосущей губы верхней. И участок для прокола комары тоже выбирают не случайно. При помощи рецепторов на особых чувствительных структурах, лабеллумах, которые формируют чехол для хоботка, комары улавливают сенсорные сигналы, указывающие, что именно здесь до сосуда добраться проще всего. Плюс ко всему, самка не просто сосет кровь, но и впрыскивает в ранку свою слюну. Дело в том, что отверстие в кровеносном сосуде получается маленькое, и кровь быстро сворачивается. На помощь приходят вещества, живущие в пищеводе самки. Благодаря их выделениям слюна комарихи замедляет свертывание крови и вдобавок оказывает обезболивающий эффект. Как говорится, дело сделано, так что и комар носа не подточит. Правда, после завершения процедуры замечательные вещества, попавшие в кровь и помогающие комарихе, начинают оказывать совсем обратный эффект, вызывая воспаление и зуд. И во время еды главное вовремя остановиться. Некоторые комарихи могут попросту лопнуть от перенасыщения, да и затягивать с процессом нельзя, потому что один шлепок, и от сосуна остается только красное пятнышко. А если все хорошо и самочка улетела восвояси, пора откладывать потомство. Насекомое за весь жизненный цикл проходит 4 стадии развития. На первых 3 стадиях, а именно яйца, личинки или как и еще называют мотылем, и куколки, они развиваются в очень влажной среде. Это может быть переувлажненная почва, либо же вода. Кладки яиц могут находиться в абсолютно разных местах, где поддерживается влажность. Из яиц появляются личинки. Внешне они могут отличаться в зависимости от вида. Внешние отличия личинок заключаются в форме головы. У некоторых они узкие и вытянутые, а у других наоборот широкие и короткие. На этой стадии они уже достаточно развиты, имеют органы зрения, которые размещены по бокам головы, и ротовой аппарат. В зависимости от вида комара, ротовой аппарат может быть высасывающего типа, либо же скребущего. Виды, которые относятся к хищным особям, имеют ротовой аппарат, который может не только ловить пищу, но и пережевывать ее.
Далее наступает окукливание, и личинка меняется на куколку. На данной стадии особи практически полностью сформированы. Куколка имеет большое количество воздушных камер, по этой причине они находятся постоянно на поверхности воды. Незащищенные особи в этой стадии развития стают легкой добычей и пищей для рыб и других хищников. И зиму комары переживают в стадии куколки. Они остаются в водоеме, процесс превращения замедляется. Весной, как только вода прогреется до 15 градусов, развитие завершается, и на берег водоемов или в подвальные помещения выплывают расписные молодые комары, готовые к размножению, и отправляются они на поиски своей половинки для спаривания, повторяя свой цикл. Самочки же с удовольствием ищут подходящую сладкую и вкусную жертву. Кстати, о жертвах. Многие спросят, почему одних людей комары кусают, а других обходят стороной. И почему у одних от укуса волдыри, как шишки, а другим опять-таки ничего. Где же справедливость? А ее, как и во многих вещах, просто не существует. Все зависит от множества факторов. На некоторые мы с вами обсудим. Своих жертв комарихи находят безошибочно, ориентируясь на целый ряд причин. Температуру тела, выдыхаемый углекислый газ, а также запах веществ, содержащийся в человеческом поте. Самка комара чувствует добычу за десятки метров. Сделать это ей помогают тысячи подвижных сверхчувствительных щетинок, покрывающих тело. Основание каждой подсоединено к нервной клетке, так что незамеченным не остается даже малейшее движение воздуха. Обонятельные отверстия на кончиках щетинок улавливают отдельные молекулы запаха жертвы. Больше всего щетинок на ротовом аппарате и голове. Еще свыше трети рецепторов, расположенных на усиках-антеннах, улавливают вещества, выделяемые с потом. Рецепторы передают сигнал в зоны мозга, распознающие запахи. У комаров они поистине гигантские и сравнимы со зрительными. И по какой-то причине комары нападают чаще на людей с первой группой крови. Вторая группа является наименее привлекательной. Третья и четвертая находятся где-то посередине вкусовых предпочтений кровососок. Люди выделяют с потом химические вещества, позволяющие определить их группу крови по запаху, и подобная особенность определяется генетикой. Как бы то ни было, основным фактором, который влияет на привлекательность жертвы, является запах. Это очень сложная композиция летучих органических веществ, которая во многом зависит от нашей врожденной физиологии и состава бактерий, обитающих на поверхности кожи. Основными компонентами запаха человеческой кожи, привлекающими комариных самок, являются аммиак, ацетон, сулькатон и молочная кислота, которая особенно много в составе пота. Аромат молочной кислоты, распространяемый сильно вспотевшим человеком, способен привлечь комарих со всей округи. Поэтому, если вы, к примеру, вышли на вечернюю пробежку по летнему парку, комариный аншлаг вам обеспечен. И тут поможет только сноровка спортсмена. Под ударом находятся и беременные женщины, чья температура тела в среднем на полградуса выше нормы, а также болеющие гриппом или ОРВИ. На поверхности нашей кожи живет бесчисленное множество бактерий. При этом у каждого человека существует своя уникальная комбинация микроорганизмов. Они формируют иммунную систему человека и обуславливают специфический запах кожи – микробную подпись. Не всем людям повезло с микроорганизмами. Бактерии одного рода вырабатывают вкусный для комаров запах, а бактерии другого рода отталкивают насекомых. Еще одно недавнее открытие. На человеческой коже присутствуют вещества, способные замаскировать нас для самок комаров. Одно из таких соединений – метилпипиразин, который лишает комарих обоняния. Как показали эксперименты, после того, как самки понюхают метилпипиразин, их перестает привлекать даже их любимая молочная кислота. Не исключено, считают ученые, что секрет привлекательности или непривлекательности тех или иных людей для комарих связан как раз с тем, сколько метилпипиразина выделяет их кожа.
Однако есть и такие запахи, которые для этих тонко обоняющих кровососов так же противны, как для нас запах тухлых яиц. Вещества, выделяющие такие ароматы, люди назвали репеллентами. Именно они являются начинками хорошо известных фумигаторов, аппаратов для отпугивания комаров. Раньше, да и сейчас в таежных лесах, где много гнуса, использовался деготь. Но взвесь специфическая, и не нравится она не только комарам. Кроме репеллентов, комары также ненавидят сухой жаркий воздух. Уже при 28 градусов их активность сильно падает, или наоборот, холод и ветер. Многие так спасаются, включая перед сном кондиционер. Как-то с комарами боролись ультразвуком, создавая разные приборы и приложения на смартфонах. Якобы звук, издаваемый стрекозами, один из вражин комаров на той же частоте обязан их отпугнуть. Ученые проверили и улыбнулись. Не работает. Да и комары посмеялись над таким бесполезным изобретением. Много еще чего от комаров придумывал человек. Отчасти помогло, но всегда комары успевали приспосабливаться, и человечество продолжает ходить покусанным. Ну а если уже покусали, что делать? Ведь чешется. Первое правило – главное не чесать. Более того, из-за расчесов может развиться инфекция, которая сделает ощущения гораздо хуже. Если нет антигистаминных препаратов, ведь это в первую очередь аллергия, попробуйте промыть место уксусом с мылом. Может помочь пищевая сода, смешанная с водой. А многие, кто знает, просто нагревают ложку. Но не сильно, чтобы не заработать еще и ожог. И прикладывают на место укуса. Говорят, помогает. А есть такие места, где ложку можно оставить исключительно для еды. Это болотистые места тайги и тундры, где несколько видов двукрылых злодеев собираются в многочисленные авиационные банды под кодовым названием гнус. Гнус так измучил сибирские народы, что даже попал в мифологию. Так, по поверьям угров, комары явились прямиком из ада, через дырку, просверленную в земле противником бога-творца. А у кетов они появились из искр костра, на котором сожгли одну злую женщину. Кроме знакомых нам обычных комаров и не относящихся к нашей теме мух, в гнус входит еще два вида комариных. Это мошки, такие мелкие горбатые комарики с короткими лапками и хоботками, местные называют мошка, и мокрецы, еще более мелкие комаришки. Подобная мелочь на поверку оказывается пострашнее простых комаров. Во-первых, потому что они легко проникают сквозь самые мелкие щели, и во-вторых, потому что их слюна обладает токсическими свойствами. Множество комариных укусов способны вызвать у жертвы повышение температуры, кровоизлияние и отеки внутренних органов, а порой привести и к летальному исходу. В тропиках и субтропиках обитает своя не менее безжалостная мелкота, хорошо известные москиты. К слову, если вы услышите от иностранца слово «москит», то речь, скорее всего, идет совсем не об экзотических кровососах, а об обыкновенных комарах. Пришедшее из испанского в английский москито и французский, это слово практически вытеснило старое название комара. Среди комаров встречаются и такие виды, которые способны привести к летальному исходу со временем и после одного укуса. Речь идет о комарах, переносящих от больных людей к здоровым возбудителей таких болезней, как малярия и желтая лихорадка. В Африке только от малярии умирает до 3 миллионов человек в год. Надо отметить, что болезнетворные микроорганизмы так сжились со своими переносчиками, что существовать без них просто не в состоянии. Например, малярийный комар, насосавшийся зараженной крови, способен заразить своих последующих жертв не ранее, чем через неделю, пока малярийный плазмодий не пройдет в его организме необходимый цикл развития. И если бы только малярию, но и другие виды лихорадок, филариатоз, тулеремию и не менее страшную болезнь с необычным названием чикунгунья. Да, комары на планете Земля для человека, как переносчики из всех животных, представляют самую большую опасность. Несмотря на это, некоторые люди даже постарались увековечить маленького злодея. Оказывается, существуют и памятники комару, и даже не один. Самый большой памятник комару расположен в местечке Комарно. Название соответствующее, в Канаде. Стальная статуя, сделанная в 1984 году, имеет размах крыльев около 5 метров. И, скорее всего, не зря.
Если для нас они являются невыносимыми паразитами, которые способны проникнуть в дом через любые отверстия, щели и устроить жильцам беспокойную ночь, то на самом деле они являются незаменимыми и очень важными насекомыми в природной экосистеме. Комары являются важным звеном многих пищевых цепочек. Они служат кормом для рыб, птиц, лягушек, летучих мышей и других животных. Без комаров эти виды могли пострадать от голода или исчезнуть совсем. Комариные личинки живут в воде и питаются органическими частицами, такими как водоросли и продукты разложения растений. Таким образом, они фильтруют и очищают воду от загрязнений. Когда комары умирают, они оставляют на земле свои тела, которые содержат много полезных элементов, таких как углерод, азот, фосфор, кальций и другие. Эти элементы попадают в почву и обогащают ее, способствуя росту растений. И больше всего это касается объединенных районов севера, где их как раз видимо-невидимо. И как мы выяснили, не все комары пьют кровь, а питаются нектаром цветов. При этом они переносят пыльцу с одного растения на другое, опыляя их. Благодаря этому растения могут размножаться и распространяться. И проведя бессонную ночь наедине с комаром, который всю ночь только пил и пел, а я ему аплодировал, хочу добавить, что на первый взгляд надоедливое и такое простое песклявое кровососущее существо на самом деле является удивительным созданием, которое, принося неудобства человеку, выполняет очень важную роль в природных процессах. Ну а кто не согласен, сетку, фумигатор и репеллент вам в руки и беруши, которые спасут не только от комаров, но и от громких соседей. И с этими средствами уж точно не забывайте о том, что комары – это не только враги, но и друзья природы на нашей планете. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.